Всем доброй ночи. Вы знаете, когда мне подарили эту куклу, я поняла, что в очередной раз силы прочитали мои мысли. Потому что это именно та сущность, о которой мы будем с вами сегодня говорить. Но прежде чем рассказывать о ней, сначала покажу вам. Это чертополох. Для этого ритуала вам обязательно нужно будет найти чертополох, заказать. Есть определенные магазины, где их продают. Чертополох от слова чертопереполох, укороченный вариант. Переполох, полох, страх. Создающий страх у чертей. А мы об этом уже говорили, что злых духов, темных духов из гиблых мест называли черни или анчутки. А потом их начали путать с чертями, хранителями чертогов, а потом в итоге они стали одинаково называться. Поэтому, поскольку мы уже привыкли к этим словам, естественно, используем те слова, которые веками произносят люди. Так удобнее, легче, быстрее понимается, о чем речь. Когда мимо проходят живые существа, во-первых, животные не едят чертополох. Запах чертополоха, колючие, значит, стебельки, ну, вообще колючая она вся трава, естественно. И ее боятся. Она может резко, значит, как говорили, укусить, ужалить, ударить. И живые существа шарахаются от чертополоха. И чертополох собирает страхи людей. Страхи, значит, испуг. Впитывает в себя эти все энергии, темные энергии. Согласно легенде, богиня Мара отдала женщине одной, которая страдала от нападений и нападка, в общем, темных сил в своем доме. Она отдала чертополох и сказала, чтобы та повесила рядом. И поскольку чертополох подпитывается страхами, энергией страхов и испугов, то эти энергии страха и испуга пугают и изгоняют темные силы. А вообще, чтобы объяснить свойства магической чертополоха, разных трав, ну, чертополоха в том числе. Вот эти травы, которые предназначены для очищения пространства, изгнания злых сил, они создают некую сетку, когда их окуривают, сжигают, либо их запах создает определенную сетку, которая закрывает нашу энергию, то есть становится как заслон между нашей энергией и энергией этих духов. И они не могут вытянуть из нас энергию, ослабляются и уходят. Некоторые травы обладают другим свойством. Создавая вот эту сетку, они ловят в эту сетку этих духов, и они не могут там. Для них это дискомфорт создается. Они уходят. Некоторые травы открывают порталы, по которым гонят эти сущности. В любом случае, эти травы изначально, испокон веков, известны своими свойствами изгонять нечисть. И до наших дней это дошло. Итак, про чертополох мы с вами поговорили, почему мы должны здесь применить чертополох. А теперь поговорим о той сущности, которая перед вами. Самое распространенное название албастра, албастры, албасы, албасты. Значит, это вот самое распространенное название в мире магии, которое можно встретить. Армяне называют алк. Впрочем, скорее всего, с этого названия и пошло в тюркские народы от слова ал и басты. То есть дух, женский дух пугающий, женский дух страшный.
Значит, на фарси персы, иранцы, халанасы, по-моему, халанасты, халанасы, халы. Значит, грузины называют али. Кстати, это очень часто используемое слово али, что означает зло, плохое. Казахи называют албасты или албасты. Войнахские народы называют алмазы. Вот смотрите, вот это вот название, то есть этот дух объединяет народы. У всех народов этот дух есть. И вы сейчас поймете, почему он есть и почему его боятся. Значит, монгольские народы, монголоиды, ну, то есть, да, монгологоворящие народы, аламасты, алмасты, аламас, опять же, сейчас еще вспомню, уламас, уламасы и так далее. Огромное количество. Вот, например, в славянской мифологии ее называют албаста, лобоста, лопаста, ломбаста по разным регионам. Там, например, в Пермской области считается, что это страшная мохнатая косматая женщина, которая кидается и душит. У башкир она считалась изначально хранительницей очага, которую разозлили, и теперь она и ее дочери стали, значит, чудовища. Это идет из древних легенд Междуречия, что одна из богинь, которая была несправедливо оклеветана людьми, люди пожаловались на нее, и, поверив, значит, слову людей, ее отец, создатель, отец, Верховный Бог, заточил ее в темные недры хаоса, откуда она вернулась озлобленная и теперь мстит людям за то, что с ней сделали. В древнеармянской легенде Алк, сначала это была единичная богиня, а потом стало их больше. Алк, алки, темные духи. Потом, когда, значит, под влиянием, там тоже легенда гласит о том, что ее обидели когда-то люди, и она начала мстить. Но там она богиня природы, природная сила. Дальше. У арабов считалось, что это сущность между джинном и, значит, природными бесами, вот духами зла. Не совсем она принадлежит к джиннам, но имеет какое-то родство с джиннами. И поскольку под влиянием Востока находились долгие годы, века, точнее, долгие века, скажем, закавказские народы, то ее начали изображать и ее начали описывать как женщину в чедре, очень красивую, которая заманивает мужчин в лес. Если ночью, например, на улице видели женщину в чедре, там, значит, паранже, в черных одеяниях, их называли, либо они выглядели как тюркчанки, либо они выглядели как персиянки, по-разному в разное время. Считалось, что это злые духи, нельзя было выходить. Она могла прийти, постучать, попросить еды, нельзя было открывать дверь и так далее. Очень много связано легенд с албастами. И теперь вы поймете, о ком речь. Сонный паралич. Чаще всего причиной сонного паралича именно вот эти дамы, так называемые. Конечно, сонный паралич может быть и связан с джиннами. Сонный паралич может быть связан с домовым. Он тоже бывает, что злится, душит, бьет. Сонный паралич может быть связан с духом дома.
с мертвецом, с мертвой душой, с кем угодно, там, призраком, неприкаянной душой, но они отличаются. Когда приходят албасты, это абсолютно другое ощущение, ужасающий страх. Я начала искать ответ на свой вопрос, кто эта женщина, давно, очень давно, еще в юности, когда у меня не было таких обширных знаний, я только начинала изучать это все. И часто приходила женщина. В то время часто. Потом меньше, пока я не поняла, что ее надо изгонять время от времени. Если она поселилась в вашем доме, это беда. Это очень сильное влияние на вашу психику. Вы будете бояться спать. Значит, да, кстати, скажу, между прочим, что чертополоха должно быть два. Один сжигайте, второй нужно возле постели оставлять некоторое время, потом сжечь. Опять окуривать. Можно без слов уже окуривать. Ну вот 3-4 дня оно должно быть. И вот так вот запаситесь определенным количеством чертополоха, потому что вам придется ее изгонять не сразу. Ну, она может уйти, но может притаиться. Поэтому лучше, конечно, на всякий случай подстраховаться и сделать несколько раз. Значит, так. Алк, али, или албасты, или албастра. Вот этот злой дух, это злая женская сила. Я один раз читала мистические истории, рассказы нашими зрителями, и одна зрительница сказала, что она открыла глаза. Кстати, старайтесь не открывать глаза, когда вас душат. Только шепчите, просите у богов, имена богов. Или просто богов. Зовите на помощь. Значит, она рассказала такую историю, что открыла глаза и увидела, значит, огромное, как гусеницу, как червь большой, с лицом женщины, который, значит, ползает по ней. Она доползла до ее лица, посмотрела на нее и сказала: «Привет». И она говорит: меня так парализовало, я боялась дышать просто. Я думала, сейчас она откусит мне лицо. И тут в темноте голоса раздаются женские. «Мам, мама, отпусти ее». И она поворачивается, отползает и падает, значит, на пол. Даже грохот слышно. Эта бедная встала, включила свет. Конечно, ничего, никого не было в комнате. Она больше не смогла уснуть и, по-моему, оттуда съехала. Кто это? Албаста. Это она самая. Есть различные, значит, определения, легенды, рассказы, версии происхождения этих духов. Сейчас не это столь важно. Это мы просто для общей картины проясняем. На самом деле, вот эти ее кровавые пальцы длинные, они действительно такие. Вот я уверена, что под этим роликом будут еще истории или отдельно, может быть, когда-нибудь еще сниму, что они делают. Я опишу только один случай. Как это начинает, чтобы вы поняли, что это албаста? Во-первых, вы чувствуете, что это женщина. Женские пальцы. Женщина, женская энергия, вы не ошибаетесь, она женщина. Когда вы спите, у вас ощущение, что рядом кто-то спит. Начинает дышать кто-то. Вот так прерывистое дыхание начинается. Дышит кто-то. Вы, значит, обостряете слух, начинаете прислушиваться. Вы знаете, ученые пытаются объяснить разными бредами. То наш организм, чтобы не навредить себе, нас парализует на несколько секунд, то это все галлюцинации, это все усталость и стресс. На самом деле это вообще ни о чем, это не объяснение. Точно так же, как, например, объясняют, что это из-за психического состояния люди видят тот самый темный коридор, тоннель или выходят из тела. Ну, извините меня, у каждого свой мозг, да, у каждого строение мозга разное. Не могут миллионы людей веками, тысячелетиями
одно и то же видеть. Люди разных национальностей, разных вероисповеданий, разного пола, разной судьбы и так далее. Не бывает такое. Если объединяет общее видение, это говорит о том, что это реальность. Я вам огромное количество приводила примеров, и свой пример, и пример других. Наука не объясняет. Наука очень маленькая, очень неопытная по сравнению с теми понятиями, которые недосягаемы для науки. Она еще не дошла до таких высот, чтобы это объяснить. Поэтому имейте в виду, относитесь к этому серьезно. И если у вас дома дети жалуются, что ночью какая-то тетя их душит, даже может говорить, она и говорит иногда. И женский голос говорит. Если часто женский голос звучит дома, она поселилась у вас. Вот почему знахари, например, которые снимали, или экзорцисты снимают различных духов, они говорят, что с мужскими духами работать намного легче, чем с женскими. Женские духи намного опасны, намного жестокие, и они могут до психического срыва просто довести. Итак, рядом начинается прерывистое дыхание. Чаще всего, не всегда, не факт, что именно так начнется, но чаще всего начинает кто-то дышать. Может быть, в этот день не нападут. Ты почувствуешь, что кто-то дышал. Скажешь, наверное, показалось. В следующий раз, вот как только ночью начинается это дыхание, ты прислушиваешься, ты не понимаешь. Ты, значит, задерживаешь дыхание, не понимаешь, что ты так дышишь. Дышит рядом кто-то. Это полная реальность. Проходит 5-6 секунд, тебя парализует, ты каменеешь. Значит, я рассказываю, как у меня, последний раз было. Почему они приходят? Я же работаю с людьми, я снимаю с людей всякие духи. Они приходят мне мстить. Эти духи приходят мне мстить, потому что кому-то не дала, например, умереть, кому-то не дала жить с этой порчей, потому что они же питаются всеми отрицательными энергиями. Пожалуйста, я спасла человека, она пришла мне отомстить. Она мне ничего не сделает физически, но это очень неприятное ощущение. Ты встаешь просто, ты боишься опять закрыть глаза. Да, я тоже живой человек, и у меня есть страх, и это нормально. Но вот этого животного страха, как было раньше, нет, потому что я знаю, что я от нее избавлюсь. Я даже громко говорю: ах ты сучка, значит, я сегодня тебя буду гнать опять. Если кто-нибудь услышит со стороны, скажет, сама собой разговаривает. Но у меня это уже не страх вызывает, как раньше. У меня это вызывает ярость. Я злюсь, что на меня кидаются, и я не могу встать. Это бесит меня. И вот так я научилась, на своем собственном опыте научилась. Так нас и учат. Найти выход, создать то, что поможет и мне, и другим. Итак, сплю, и приходят они между сном и бодрствованием. Вот когда вы спите, на вас никто не нападает, потому что вы не особо-то и поймете. Может, и нападает, но вы не поймете. Нападают, когда вы начинаете просыпаться. Это может быть под утро. Это может быть днем, очень редко днем. Чаще всего под утро или вечером, или ночью, вот темное время. Значит, задышали. Я сразу готовлюсь к нападению. Я знаю, что сейчас нападет. Это такое ощущение беспомощности ужасное. Женские руки вот так вот берут, вот так вот, длинные пальцы. Человеческие руки, теплые, нормальные, не мертвецкие, нет. Они вот этими пальцами вот так берут мои руки и отодвигают назад. Вот как вы, например, спите, вот руки назад откинули. Она меня отодвигает, эти руки назад, и вот так держит. Потом я чувствую, что локтем она держит эти две руки, то есть она так опрокидывается на меня. И я держу ее за руку, хватаю ее руку. Я чувствую руку человека. Это реальный человек. Многие начинают думать, что вор зашел или кто-то зашел. Настолько оно физически реально. Я держу ее за руку и прям чувствую вот эту вот часть руки. Понимаете, вот так держу. И вот эту часть руки, большого пальца, я чувствую, что это рука женщины. Начинаю
шептать. Понятно, что мой голос не выходит. Я пытаюсь сказать. Я говорю, отпусти, пожалуйста. Она слышит меня, мой страх. Я опять, пожалуйста, отпусти меня. Она начинает гладить мне волосы. Знаете, вот так вот поглаживает меня, как успокаивает. А потом я чувствую, что она двумя руками вот так встала мне на лицо. То есть вот держит вот так, нажала мне на лицо. Кинулась на меня, легла на меня, просто легла. У меня ноги болели ужасно. Это страшное дело. Она ложится на меня и вот руками вот так давит мне лицо. Так давит, что я не просто задыхаюсь, меня вот просто в подушку. У меня подушки упали. Подушки упали. Я услышала, как грохотом упали подушки, потому что она меня давит в эту подушку. Все вокруг падает. Как тебя убивают просто. Я начинаю шептать. Звуки, видите? Рассказываю, и она ходит. Я начинаю шептать. Помогите мне, боги, услышьте меня, боги, спасите меня, боги. Она отпускает и уходит. Все, резко отпускает. Я просыпаюсь, начинаю, значит, мат-перемат на нее. Ты, сука, я и так уставшая ложусь спать. Ты еще приходишь меня душить, но я тебе сегодня устрою. И сразу начинаю очищать. У меня несколько разных вариантов. Я вам даю самый такой попроще и быстро работающий для вас. Вот это албасты, друзья мои. Они опасные духи. Они лезут в наши сны. Они начинают вытаскивать из нас жизненную энергию, если мы долго их не выгоняем. Они могут не дать о себе знать в доме, притаиться, но ты все время чувствуешь, у тебя страх, когда домой приходишь, у тебя нежелание, стены давят, злишься. С другими духами тоже похожие синдромы. Но вот эти женские духи, они настолько омерзительно опасные, они настолько злобные, ненавидят тебя. Знаете, вот это вот ощущение, как будто маньяк на тебя накинулся, который издевательски вот так поглаживает волосы, а потом начинает тебя душить. Они бьют, они щипают. Можно проснуться и видеть, что у них... Ну, то есть у вас вот прям синяки, как будто вас избивали. Они могут ударить женщину, они могут за волосы схватить. Вы наверняка видели такие видео, где за волосы хватают женщину. Они могут ревновать вас к вашему мужу, они могут влюбиться в вашего мужа. Это не из ряда духов любовников, о которых мы с вами говорили. Это инкубы и суккубы. Это немножко другое. Это больше, когда много лет одиночества или вдовеет рано женщина, начинает приходить инкуб. Это немножко другое. Там сексуальная энергия нужна. Хотя это тоже очень плохо, потому что человек начинает... Я от них тоже вам давала ритуал. Албасты могут влюбиться в вашего мужа. Вот понаблюдайте такую картину. Вы с мужем там полюбезничали, у вас бурная сексуальная жизнь началась. Иногда бывает у пар начинается второй медовый месяц. Вот они стали более зрелые, больше начали друг друга ценить. И вы замечаете, что чем больше вы сближаетесь с мужем, чем больше вы вместе время проводите, тем хуже вам. Вы начинаете болеть, ночью на вас нападают, бьют. Если он пошел в туалет, у вас ощущение, как будто он вернулся. Вот вы ночью спите, ну, так бодрый сон, такой чуткий. Он пошел в туалет. Вы поняли, что он пошел. И вдруг он пришел обратно лег. И ты в мыслях думаешь, как-то быстро он вернулся. И он начинает к тебе подкрадываться, и потом раз, и начинает душить. У тебя вообще непонятное состояние, потом это отпускает, глаза открываешь, а его нету, а он там курит еще. Ты пошла проверять, он действительно еще не пришел. А кто же это был? Она. Она злится, что ты, что у тебя хорошие отношения с твоим мужем. Она ревнует тебя к твоему мужу. Она в него влюбилась. Но если она в него влюбилась, у него дела пойдут плохо. Почему? Потому что она рядом все время в его эротических снах. Потом замечаешь, что он начинает раздражаться, что он начинает на тебя злиться по пустякам почему-то. Хочет пораньше лечь, долго спать, потому что у него такие сны, в которых он не хочет просыпаться. Она приходит в этих снах, очень красивая, прекрасная женщина. Понимаете, о чем речь? То есть нужно изгнать этого опасного духа. Если вы заметили, особенно если вы почувствовали именно вот эти симптомы,
Это албастр. Она приходит, ко многим людям приходила. Кому-то может прийти раз в жизни, а кому-то каждый день, годами, пока с ума не сведет. Понимаете? Но в любом случае ее надо изгнать. Вы в роликах иногда слышите женские голоса. Вот когда я рассказываю, разговариваю, снимаю, я это не слышу в этот момент. Но потом люди говорят, вот с этой минуты женский голос был, например. И они разные. И в некоторых из них и она может быть. Они обитают. Вот если они сповадились к вам прийти, они будут приходить. Если вы сильны энергетически в этот момент, или вы очистили пространство, она притаится в каких-то темных углах, не придет к вам. Вот те же самые шкафы, которые... Это все порталы в потусторонний мир. Как бы это невероятно не звучало, в детстве же не просто так мы боялись шкафа, что оттуда кто-то выйдет. Любая дверь, имитация двери, оно в параллельном, в тонком плане открывается в иной мир, в иное измерение. И они в нашем доме, в наших домах, их великое множество, их тысячи, тысячи и миллионы. Просто они безобидны. Поэтому мы живем, а они живут, один раз там что-то упадет, раз в 3 года, ничего страшного, может, случайно упало. Не обращаем внимания. А есть дома, которые такие дома-вампиры, знаете, такие черные воронки. Эти дома прям собирают эту нечисть, и она начинает прям вокруг нас летать, жить своей жизнью, и уже мы у них живем, а не они у нас. И если мы не покажем себя хозяйками этих помещений, этих домов, они нас просто сожрут и сосвету сведут, и с ума сведут. И мы всех потеряем, и детей, и друзей, и близких. Не обязательно смерть, они могут уйти просто, могут не общаться с нами. Люди иногда радуются покупке красивого дома недорого, а потом 1000 раз жалеют, потому что этот дом сожрал их жизнь, понимаете? Почему? Потому что они не знали, как их изгонять оттуда. Они в их власти находились. Вот те же самые Пороховщиковы, которые он взял в аренду, значит, на 80 лет, что ли, дом своего прадеда. А в этом подвале пытали людей. Это были подвалы НКВД. Там собрано этой темной силой такое огромное количество. И что друг за другом ушли. Они начали ссориться, то мириться, то ссориться, ненавидят друг друга. Он попал в больницу. Она повесилась, не дождавшись его смерти. Но чувствовала, что его не будет. Этот дом загубил этих людей. Сожрал, забрал вот в эту воронку темную. Понимаете? Такой вот дом, который причиняет боль. И хозяевам своим причинил боль, потому что их расстреляли, и некоторые ушли. И люди, которые там находились на этих допросах и пытках. И потом те, которые арендовали, они точно так же были сожраны этим домом. Вот о чем речь. Если бы они правильно, значит, себя поставили в этом доме, если бы они начали очищать, убирать это все, понимаете, это все бы ушло со временем. Но время доказало, что никакие чистки, никакое освещение не помогает. Оно может на некоторое время так притихнуть, потом опять начинается. Их надо гнать тем методом, который действенный для таких сил. Итак, чертополох. Сейчас я разрежу на несколько частей. Нужно будет вам, значит, поставить на алтарь. Можете, если у вас прям очень такой, знаете, непростой случай, вы можете начитать в каждой комнате, поставить, чтобы вам удобно было куда-нибудь. Учтите, что это, конечно, будет гореть и полыхать, поэтому вам нужно быть немного с этим всем осторожнее. Значит, в каждой комнате вот это уже пыль. Чтобы потом не говорить. Это пыль, видите? Пыль вот так вот поднимается снизу вверх. Некоторые дебилы начинают все пылью называть. Это даже не пыль, а пылинки травы. Сила травы отчасти.
ставите, начитывайте в каждой комнате. Вообще лучше читать 6 раз общие. Можете на алтаре начитать, этого будет достаточно. Убирать потом эту траву, не сразу, через несколько часов. И другой чертополох нужно положить рядом с кроватью, в какой-нибудь емкости. И все время оно должно быть там. Дня на 3-4. Потом просто можете сжечь, можете без слов сжечь, можете опять произносить. Нужна трава чертополох. Можете, свечи черные должны быть. Можете эти восковые, можете, представляете, уже забыла, можете иные. Здесь не важно. Важно, чтобы они были темные и чтобы был источник огня. Будете читать, дом может ожить. В этот день, в эту ночь, да, делать нужно, когда солнце село. Вечером, ночью, любого дня не имеет значения. Она не сможет подойти, но она будет в гневе. Вы где-то будете слышать ходьбу, присутствие, в общем, оживление пространства. Она не будет, подходить к вам, но присутствие ее почувствуете. Если их несколько в вашем доме, то нужно будет провести несколько ночей кряду, может, 6 ночей кряду, например, предположим. Тот чертополох, который возле вашей кровати, он пускай так и лежит. Его никуда не надо переставлять. Просто будете каждую ночь начитывать, зажигать чертополох. И черные свечи, черный алтарь и трава чертополох. Все. Больше ничего. И на долгое время можете о ней забыть. Как только опять чувствуете, не ждите, пока нападет. Чувствуете, что приближается не очень хорошая энергия, вновь читайте. Итак, начнем. Начнем. Всегда при таких работах держите воду. Потому что... Услышали? Потому что не знаете, чего ждать. Иногда могут это все и перевернуть на алтаре. Надо будет быстро потушить. Понимаете? Да. И такое возможно. Можете немного подождать, пока огонь будет гореть, чтобы, не переживать насчет того, как это все повлияет. Можете немного подождать. Вот. Оживляется пространство. Она прям... Много случаев, когда забывали на алтаре свечу, например, или рядом со шторами оставляли. Вы знаете, вот горит какая-то часть и останавливается огонь. То ни разу не было от ритуалов, чтобы случилось что-то нехорошее. Ни разу. Всегда силы начеку, просто начеку, и в нужный момент останавливают. Начнем. Так, горит пока. Замечательно. А мы с вами приступаем к делу. Да, девушка, тебя изгоняю еще раз. Может, ты где-то прячешься, но это меня не волнует. Ходит. Тут много кто ходит, и я нормально отношусь, я же работаю с ними. Они иногда, знаете, иногда кого-то вытащишь из реанимации, потом приходят эти силы тебе мстить. Бывает, да. Поэтому я спокойно к этому отношусь уже давно. Раньше было чаще, когда я уже научилась, естественно, это со временем учишься, как себя уберечь от этого всего, уже меньше стало. Но все равно иногда бывает. Итак, ночью черный
творю свое колдовство. Травой колдовской, чертополохом, дом свой очищаю, стражников ночи сюда призываю. Сойдите на алтарь. О древние духи, защитите мой дом от злобной старухи, от дочери Тартара и ночных кошмаров. Придите, стражники ночи, придите, и на мой алтарь вместе сойдите. Албасту схватите, секирами ее секите, цепями на части рвите, из дома моего ее изгоните. Эй ты, темной ночи опасная дочь, злобная албаста, изыди прочь. Из воды пришла, уйди в воду. Из леса пришла, вернись в лес. Чертополох, чертополох, учини ей переполох. Души албасту, гони албасту. Ты пришла в темную ночь, а теперь убирайся прочь. Чур меня, чур, изыди, сгинь, мой дом покинь. Иди на пески сыпучие, в болота гиблые, на землю бесплодную, где гнилой колос, где седой волос, где кони не бродят, где люди не ходят, где птицы не летают. Гоните, стражники, албасту туда. Чур меня, чур. Прочь иди, убирайся. От моих слов могучих уйди. От стражников ночи беги. От чертополоха задыхайся. Уйди, проклятущая. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Еще раз. Ночью черной творю свое колдовство. Травой колдовской, чертополохом дом свой очищаю, стражников ночи сюда призываю. Сойдите на алтарь, о древние духи, защитите мой дом от злобной старухи, от дочери Тартара и ночных кошмаров. Придите, стражники ночи, придите, и на мой алтарь вместе сойдите. Албасту схватите, секирами ее секите, цепями на части рвите, из дома моего изгоните. Эй ты, темной ночи, опасная дочь, злобная албаста, изыди прочь. Из воды пришла, уйди в воду. Из леса пришла, вернись в лес. Чертополох, чертополох, учини ей переполох. Туши албасту, гони албасту. Ты пришла в темную ночь, а теперь убирайся прочь. Чур меня, чур. Изыди, сгинь, мой дом покинь. Иди в пески сыпучие, в болота гиблые, на землю бесплодную, где гнилой колос, где седой волос, где кони не бродят, где люди не ходят, где птицы не летают. Гоните, стражники, албасту туда. Чур меня, чур, чур. Прочь иди, убирайся. От моих слов могучих уйди, от стражников ночи беги, от чертополоха задыхайся. Уйди, проклятущая. Ключ, замок, язык. Заклинаю. Ой. Ночью черной творю свое колдовство. Травой колдовской дом чертополохом дом свой очищаю. Стражников ночи сюда призываю. Сойдите на алтарь, о древние духи. Защитите мой дом от злобной старухи, от дочери Тартара и ночных кошмаров. Придите, стражники ночи, придите, и на мой алтарь вместе сойдите. Албасту схватите, секирами ее секите, цепями на части рвите, из дома моего ее изгоните. Эй ты, темные ночи, опасная дочь, злобная албаста, изыди прочь. Из воды пришла, уйди в воду, из леса пришла, уйди, вернись в лес. Чертополох, чертополох, учини ей переполох. Туши албасту, гони албасту. Ты пришла в темную ночь, а теперь убирайся прочь. Чур меня, чур. Изыди, сгинь, мой дом покинь. Иди в пески сыпучие, в болота гиблые, на землю бесплодную,
где гнилой колос, где седой волос, где кони не бродят, где люди не ходят, где птицы не летают. Гоните, стражники, албасту туда. Чур меня, чур. Прочь иди, убирайся, от моих слов могучих уйди. От стражников ночи беги, от чертополоха задыхайся. Уйди, проклятущая, ключ, замок, язык, заклинаю. Еще раз. Ночью черной творю свое колдовство. Травой колдовской чертополохом дом свой очищаю. Стражников ночи суда призываю. Сойдите на алтарь, о древние духи, защитите мой дом от злобной старухи. От дочери Тартара, от ночных кошмаров, придите, стражники ночи. Придите, на мой алтарь вместе сойдите. Албасту схватите, секирами ее секите, цепями на части рвите, из дома моего ее изгоните. Эй, ты, темной ночи, опасная дочь, злобная албаста, изыди прочь. Из воды пришла, уйди в воду. Из леса пришла, вернись в лес. Чертополох, чертополох, учини ей переполох. Души албасту, гони албасту. Ты пришла в темную ночь, а теперь убирайся прочь. Чур меня, чур. Изыди, сгинь, мой дом покинь. Иди в пески сыпучие, в болото гиблые, на землю бесплодную. Где гнилой колос, где седой волос, где кони не бродят, где люди не ходят, где птицы не летают, гоните, стражники, албасту туда. Чур меня, чур. Прочь иди, убирайся от моих слов могучих. Уйди, от стражников ночи беги, от чертополоха задыхайся. Уйди, проклятущая, ключ, замок, язык, заклинаю. И еще раз прочитаю, все больше не могу, потому что прям крутит меня уже. Ночью черной творю свое колдовство. Травой колдовской чертополохом дом свой очищаю. Стражников ночи сюда призываю. Сойдите на алтарь, о древние духи, защитите мой дом от злобной старухи, от дочери Тартара, от ночных кошмаров. Придите, стражники ночи, придите, и на мой алтарь вместе сойдите. Вы даже не представляете, какое состояние, как в аквариуме. Сейчас даже себя не слышу, говорю. Надеюсь, что правильно читаю. Албасту схватите, секирами ее секите, цепями на части рвите. Из дома моего ее изгоните. Эй ты, темной ночи, опасная дочь. Злобная албаста, изыди прочь. Из воды пришла, уйди в воду. Из леса пришла, вернись в лес. Чертополох, чертополох, учини ей переполох. Души албасту, гони албасту. Ты пришла в темную ночь, а теперь убирайся прочь. Чур меня, чур, изыди, сгинь, мой дом покинь. Иди в пески сыпучие, в болото гиблые, на землю бесплодные, где гнилой колос, где седой волос, где кони не бродят, где люди не ходят, где птицы не летают. Гоните, стражники, албасту туда. Чур меня, чур. Прочь иди, убирайся. От моих слов могучих уйди, от стражников ночи беги, от чертополоха задыхайся. Уйди, проклятущая, ключ, замок, язык, заклинаю. Фу, все, люди, я даже не знаю, как я сейчас загружу это все. Трясет меня прям. Каждый раз, когда я такие сильные работы провожу, конечно, прям лихорадит. Наверное, поэтому я оттягиваю этот момент и долго собираюсь снимать, но в любом случае рано или поздно нужно снять. Обезопасьте себя, друзья мои, от подобных злобных духов. И относитесь к этому серьезно. И это не шутки. Они очень могущественные, сильные, древние. Они могут искалечить жизнь, довести человека до тюрьмы, до сумы, до убийства, до самоубийства, до алкоголизма, до безумия, до чего угодно. Мы не знаем, что они могут делать и что они хотят конкретно от каждого человека. Поэтому лучше их убирать и жить спокойно. А как это сделать? Этот инструмент я вам в руки дала, и можете этим пользоваться. Берите, проводите, как делали наши предки. Защищайте себя и живите счастливо. Всем удачи!